Ребята, всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Вика и мы с вами находимся на Кипре. В этом видео я хочу показать вам 5 самых красивых пляжей здесь на Кипре. На Кипре множество пляжей, и большинство из них отмечены отметкой «Голубой пляж» за удобство, чистоту и за безопасный вход в море. Однако самые лучшие пляжи находятся в регионах Айа-Напа и Протарас. Именно сюда мы и отправляемся. Пляж номер 5 называется Sunrise Beach. Что же, ребята, мы находимся в Протарас. И сейчас мы находимся на Sunrise Beach, пляже, который называется пляжем восходящего солнца, потому что он смотрит на восток. Ну что же, пошлите, я вам покажу все. Sunrise пляж очень популярен с семьями, с детьми, так как здесь очень пологий вход в воду, здесь песок, вода идеально прозрачная, чистая, здесь есть душевые кабинки, здесь также есть променада, недалеко находится само село, которое называется Протарас, и там множество магазинов, ресторанов. Хочу заметить, что этот пляж абсолютно не тусовочный, здесь не играет музыка, но если вы просто приехали ради солнца, теплого моря, песка, этот пляж, мне кажется, будет идеальным. И как раз возле этого пляжа находится очень много отелей, то есть есть из чего выбрать. Здесь прям рядышком находятся отели и лежаки от отелей, а также находятся рестораны, бары, можно купить мороженое, посидеть, пообедать. Здесь вот такая вот променада. В общем-то, очень жарко, я не ходила на всю протяженность променады проверить, как долго она тянется. Но, в общем-то, имейте в виду, что это довольно-таки удобно. Здесь вот есть спасательные будки, также есть бесплатные душевые по всему пляжу, где можно сполоснуться, помыть ноги. Кроме того, есть бесплатные туалеты, они тоже довольно-таки чистые, их убирают, в общем, кладут бумагу. Зонтики стоят вот такие вот голубые, обычные, 2,50 евро, один зонтик и один лежак на весь день. Парковки довольно-таки заполненные летом, потому что все ездят на Кипре на машине, в общем-то без машины практически невозможно, поэтому имейте в виду, что если вы хотите находить на пляж каждый день без проблем, лучше, конечно же, останавливаться в отеле возле пляжа, тогда вам не нужно будет ездить хотя бы на пляж. Следующий пляж, на который мы отправляемся, он находится в регионе Айа-Напа, пляж номер 4, и он называется Ниси Бич. Ребята, мы находимся на самом известном и самом тусовочном пляже Кипра. Он называется Ниси Бич. Здесь бары, которые играют музыку нон-стоп весь день. Очень много молодежи. Если вы приедете с детьми и с пожилыми людьми, мне кажется, этот пляж не для вас. Но если вам от 18 и до 35, мне кажется, этот пляж будет идеальным. В общем, это самое тусовочное место, мне кажется, на всем Кипре. И здесь, конечно же, очень много туристов все лето. Ребята, вот эти вот лежаки от бара стоят 20 евро за 2 лежака и за зонтик на весь день. И вам дадут полотенце с надписью Ниси Бич. Ребята, вот здесь вот есть вот такой вот островок, на который можно перейти просто по мелководью, когда нет прилива. Освобождается такая вот песчаная дорожка.
Ребята, это вот часть пляжа, которая по левую сторону. Здесь более тихо, потому что здесь находятся лежаки, которые относятся к отелю. Однако пляж бесплатный, и, в общем-то, любой может остановиться также на этом пляже, заплатив за лежак, либо просто лечь на своем покрывале и принести свой зонтик. Вот эта часть пляжа, Ниси-Бич, более тусовочная, там просто музыка нон-стоп, очень много молодежи. Многие здесь передвигаются на вот таких вот квад-байках. Это очень удобно, потому что можно припарковаться просто возле практически любого пляжа. И, в общем-то, многие выбирают именно такой вид транспорта. Следующий пляж, на который мы отправляемся, находится также в регионе Айя-Напа и называется Пантачу. Следующий пляж, который входит в пятерку топ-5 пляжей Кипра, называется Пантачу. И он также находится в регионе Айя-Напа. Пляж очень длинный, и у этого пляжа даже есть несколько названий. Мне кажется, здесь названия придумывают из-за названия отелей. Но, в общем-то, основное название этого пляжа – Пантачу. Здесь невероятно мелкий песок, он немножко сероватого цвета, но все равно отличный. Здесь есть душевые, здесь есть спасатели, в общем, все, что необходимо для идеального отдыха. На этом пляже очень много молодежи. И, кстати, хоть этот пляж и окружен отелями, но он защищен как бы горкой из песка, и поэтому на этом пляже ощущается немножко такой дикий дух. То есть более такой открытый, свободный пляж, очень длинный. Вода в море очень теплая, летом это 28 градусов тепла каждый день. Ребята, как бонус, Beach Club. Очень классно, здесь идет музыка постоянно, диджей. В общем, здесь можно выпить просекко на пляже, как раз то, что нужно. Просто идеальное место. Следующий пляж, на который мы отправляемся, находится в регионе Айя-Напа и называется Макронисос. Мы находимся на пляже Макронисос. Это в регионе Айя-Напа. Лично это мой тоже самый любимый пляж. Здесь практически такой белый песок, очень чистая вода, никогда нету медуз. В общем, очень классно, очень рекомендую. На этом пляже находятся два отеля возле воды. Здесь находится спортивный центр. Можно взять на прокат лодки, сапы, борды и покататься на бананах. Ребята, вот эти вот лежаки относятся к кафе, и они стоят 40 евро в день. И вам дадут 4 бутылки воды и также тарелку с фруктами.
Ребята, все пляжи здесь на Кипре бесплатные, то есть вы можете прийти со своими зонтиками, со своими лежаками, в общем, с полотенцами. Но вот если вы хотите взять вот такой вот лежак, белый с голубым, один лежак стоит 2,50 евро, и зонтик также стоит 2,50 евро на весь день. Вам дадут чек, и то есть вы можете перемещаться, либо уходить, и потом приходить, вы занимать свой зонтик и лежак, и использовать его весь день. Ребята, к пляжу Макронисос примыкает вот такой еще небольшой пляж, продолжение, такая вот небольшая бухточка. Здесь чаще всего меньше людей. Следующий пляж и пляж под номером 1 находится в регионе Протарас и называется Fig Tree Bay. Ребята, мы находимся на пляже номер 1 на Кипре, и он называется Fig Tree Bay, что в переводе означает пляж инжирного дерева, потому что здесь повсюду растут инжирные деревья. И здесь просто идеальное место, если вы приехали отдыхать на пляже, загорать, купаться в море, особенно если у вас есть дети. Здесь просто нереальный вход, пологий в море. Здесь очень мелкий, красивый песок. Как вы видите, просто виды потрясающие для фотографий. Здесь также вот есть островок. Кроме того, здесь есть места с камнями, где можно понырять. Здесь просто потрясающе. Посмотрите на эти виды. Ребята, вот там вот находится Sunrise Beach, на котором мы были. И, в общем-то, можно дойти без проблем с Fig Tree Bay к Sunrise Beach. Но почему мне нравится Fig Tree Bay пляж намного больше? Потому что здесь вот есть такой островочек, где можно прогуливаться и плавать между ними. Кроме того, здесь вот такая вот бухточка. И вот здесь вот есть камни, где есть рыбки. И там вот можно понырять и, в общем, посмотреть рыбок с маской. Здесь также как-то очень тихо, спокойно, красиво. Возле Sunrise Beach есть недостроенные отели, а вот здесь, возле Fig Tree Bay, здесь как-то более уютнее, спокойнее. Конечно же, пляж очень популярный, потому что здесь очень красиво, и, в общем, все красивые пляжи на Кипре очень популярные. Вот, ребята, здесь вот эти вот отели находятся прям вот с таким вот потрясающим видом на бухту Fig Tree Bay. Я не знаю, не останавливалась в этих отелях, как там внутри, но чисто ради удобства, ради видов, мне кажется, очень классно. Вдоль пляжа здесь есть множество симпатичных кафе. Имейте в виду, что эти все кафе в конце октября начинают закрываться. Этот пляж тоже муниципальный, и здесь также есть бесплатные душевые открытые и бесплатные туалеты. Ребята, как бонус хочу показать вам секретный пляж здесь, возле Fig Tree Bay. Такая вот голубая лагуна. Если вы пройдете немножко дальше, вы ее увидите, пройдите отели. И здесь просто нереальное голубое море. Здесь, правда, камни, но это реально такое уединенное место, где можно провести весь день. Здесь можно понырять с маской. В общем, просто идеальное место, если вам надоела толпа на основном пляже. Бонус-пляж, который не так известен туристам Кипра. И он называется Конос Бэй. Ребята, один из самых потрясающих пляжей также находится в регионе Айанапа, и он называется Конос Бэй.
Здесь небольшая бухта, просто с невероятно лазурной водой. Она немножко защищена от основной дороги, и поэтому это как бы секретное место, но все же это довольно-таки не секретное место, потому что все самые красивые пляжи на Кипре, конечно же, известны. Единственное, что здесь к этой бухте нужно спускаться по ступенькам, и, в общем-то, спускаться это норм, но подниматься наверх немножко будет жарковато и проблематично, так что, если вы приехали сюда с маленькими очень детьми или пожилыми людьми, имейте в виду. На этом пляже песок немного сероватого цвета, однако это не мешает этому пляжу быть также красивым, потому что здесь камни, скалы вокруг, и это как бы защита для бухты от волн. В общем-то, здесь очень в основном чистая вода, и песок очень-очень мелкий. Ребята, ну что же, здесь просто потрясающее место. Здесь есть ресторанчик недалеко от пляжа, и он полностью защищен деревьями, и там тень. И вид просто очень красивый на море. И там тоже есть заход в воду. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мне будет очень приятно.